Первая ассоциация с Кока-Колой – это, конечно же, новогодняя песня «Праздник к нам приходит». А еще ее заказывают к пицце или какому-нибудь другому фастфуду, смешивают с виски, и она неплохо утоляет жажду. А в обществе бытует мнение, что это лучший способ для удаления ржавчины и налета. Поэтому Кока-Колу можно с легкостью назвать матерью всех газированных напитков в мире. А вы знали, что вначале в Кока-Колу добавляли запрещенные препараты? И, может быть, не зря уже на протяжении 100 лет рецепт этого напитка хранится в секрете. Также Кока-Кола оплачивала исследования о занижении вреда сахара. И еще множество разных скандалов и интриг сегодня мы с вами разберем. С вами я, Николай Черный, и мы начинаем. Америка приходит в себя после гражданской войны. Именно во время этого конфликта началась первая опиоидная эпидемия. Тогда врачи выписывали раненым запрещенные вещества не только для облегчения сильной боли от серьезных травм, но даже от кашля и диареи. Такие врачебные назначения поголовно вызвали болезненную зависимость. Одним из таких военных врачей был Джон Пембертон. Он получил ранение и быстро пристрастился к препаратам, как и многие ветераны того времени. Тогда Джон решил создать альтернативу – алкогольный напиток наподобие вина, и продавал его под лозунгом «Он освободит вас от нервов и головной боли». Но позже в его округе был принят сухой закон. Но наш герой не растерялся и сделал безалкогольный напиток. В состав прародителя колы входили два ключевых ингредиента. Первый – это листья коки. Они широко используются в медицине как средство от боли и депрессии. Из них потом сделали, вы поняли, запрещенку. Вторым ингредиентом были орехи кола. Они являлись источником кофеина и усиливали эффект бодрости. К этим компонентам Джон добавил воду, сахар и кофеин. Получившийся кувшин отнес в аптеку и дал попробовать. И там сказали, это просто превосходно. Позже этот напиток начали продавать всего лишь за 5 центов за стаканчик. Получается, что когда-то Кока-Кола действительно содержала в себе запрещенные препараты. Но не будем забывать, что в то время они были абсолютно доступные и легальные. В газете тогда разместили рекламу, что этот напиток помогает бороться с депрессией и поднимает настроение. Фактически, это был энергетик 19 века. На магазинах появились расписные вручную вывески с надписью «Кока-Кола». Так вот, название и логотип не просто сгенерировал какой-нибудь там чат GPT, а обычный бухгалтер, друг Джона, того самого создателя. Он просто взял название ингредиентов, листья коки и орехи колы, соединил их, и получилась та самая знаменитая надпись «Кока-Кола». А затем он вывел название каллиграфическим почерком. Оно и сохранилось до сих пор. Несмотря на то, что современная кола позиционирует себя так, что напиток никогда не содержал запрещенку, но факт остается фактом. Это было. К сожалению, Джон Пембертон так и не узнал, основателем какой легендарной империи он был. Ведь спустя 2 года после запуска продукта у него ухудшилось здоровье, и его не стало. Тогда на горизонте появился мистер Кендлер, владелец аптеки. Американец с чутьем на грандиозное открытие выкупил рецепт у вдовы Пембертона за $2300. Первым, чем занялся новый владелец, это, конечно же, продвижением своего продукта. Поэтому он организовал рекламу и зарегистрировал товарный знак 31 января 1893 года. Соответственно, этот день можно считать официальным днем рождения Кока-Колы. Рекламные объявления о коле впервые появились в местной газете «Атланты», но мистер Кендлер подошел к делу хитро. Он договорился с аптекой, поставлял напиток в обмен на контактные данные постоянных клиентов. Затем отправлял им купоны на бесплатный стакан колы, привлекая новых поклонников. Кроме того, он начал производить и продавать сувениры, календари и другой мерч с логотипом компании, чтобы сделать бренд узнаваемым. Однако темная сторона напитка стала вызывать беспокойство. В начале 20 века США начали бороться с препаратами, которые вызывают зависимость, и Кока-Коле пришлось убрать листья коки из своего напитка. Позже рецепт был изменен и засекречен.
но люди поговаривают, что компания до сих пор использует эти листья. Чтобы сохранить тайну, в настоящее время на производстве ингредиенты нумеруют от 1 до 9. Исполнителям просто рассказывают, какие номера нужно смешать. Также существует легенда, что только 2 менеджерам известна формула напитка, причем каждый из них знает только половину. Перед выходом на пенсию или увольнением менеджеры должны найти себе преемника и передать все знания ему. В 2015 году ученые провели исследование и выяснили, основной вкус Кока-Колы состоит из ванили, корицы, мускатного ореха, апельсина и лимона. Позже вы поймете, почему нельзя доверять исследованиям. Но вернемся в 20 век. На пороге Вторая мировая война. Миллионы жертв, хаос и разруха. Но Coca-Cola смогла воспользоваться всеми возможностями войны и наладить бизнес. Именно война помогла Coca-Cola выйти на мировую арену и стать доминирующим напитком. Этому способствовал предприимчивый Роберт Вудров, который инвестировал в компанию бодрящего напитка и был в ней президентом на протяжении 30 лет. Когда США вступили в войну, он запустил рекламу. Любой американский солдат должен иметь возможность купить бутылку Кока-Колы за 5 центов, где бы он ни находился. Таким образом, Coca-Cola стала символом дома для солдат и главным поставщиком напитков во время боевых действий. Компания построила 64 завода в разных странах мира, таких как Австрия, Индия, Великобритания и так далее. После окончания Второй мировой войны Coca-Cola оказалась в уникальном положении. Благодаря построенным заводам бренд уже присутствовал во многих странах, мгновенно захватывая местный рынок. Это был гениальный ход. К тому же солдаты, которые возвращались домой после боев, стали фанатами напитка и продолжали его покупать в мирное время. Тогда кола и укрепила свои позиции не только внутри страны, но и на международном уровне. После этого начался золотой век по покорению умов и животов всего человечества. Я уверен, что на планете нету ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не попробовал колу. И тут возникает вопрос, как же она покорила всех нас? Кстати, про бодрящий напиток. Этот неизменный слоган звучит уже на протяжении 100 лет. В 1950 году, когда в американских домах уже вовсю стояли телевизоры, по каналам запускали рекламу крупнейших компаний. Наравне с Фордом и Колгейтом крутились ролики колы. Какой же самый запоминающийся? Конечно же, компания создала образ современного Санта-Клауса, который доставлял колу к новогоднему столу. Тогда бренд связал праздник, эмоции и запоминающийся мотив. Вот уже более 25 лет эта реклама вызывает у нас ностальгию и умиление. Также ассоциации с зимними праздниками вызывает реклама с медведями, которые сразу стали неотделимым символом с колой. Многие из нас хотели собрать эту коллекцию мишек в детстве. Но на этом маркетологи не остановились. Для поддержания интереса к напитку им нужно было придумать новый рекламный ход. И у них это получилось. Просто и гениально. Начали наносить имена людей на этикетку бутылки. И рекламная бомба взорвалась. Люди начали покупать бутылки со своим именем, с именем своего друга, подруги, фотографировать, выкладывать в социальные сети, и вирус распространился. И эта история показывает о том, как важно формировать личностный и эмоциональный опыт для потребителя. А с чем еще ассоциируется кола? Конечно, со спортивными событиями. Прежде всего, она является старейшим официальным спонсором Олимпийских игр. Впервые напитки появились на Олимпиаде в Амстердаме в далеком 1928 году. Тогда компания поставила 1000 бутылок для спортсменов и зрителей. Их партнерство продолжается до сих пор. А еще Coca-Cola подружилась с FIFA, главным мировым организатором турниров по футболу. Бренд поддерживает чемпионат мира и Европы с 1974 года.
Однако один знаменитый футболист однажды обвалил стоимость акций компании одним движением. Им был Криштиану Роналду. Это случилось во время пресс-конференции перед матчем сборной Португалии на Евро-2020. Спортсмен сел за стол и демонстративно отодвинул в сторону 2 бутылки Кока-Колы, которая являлась официальным спонсором турнира. Так как Рональду пропагандирует здоровый образ жизни, он взял в руку бутылку воды и сказал: показывая, что предпочитает пить воду. После этого случая стоимость акций компании на бирже рухнули на $4 миллиарда. Колу часто противопоставляет здоровому образу жизни. Ее критикуют за огромный вклад в глобальную эпидемию ожирения. Кстати, об этом есть выпуск на моем YouTube-канале. Посмотрите, не пожалеете. В классической банке колы содержится 35 граммов сахара. Это около 7 чайных ложек. То есть одна маленькая банка превышает дневную норму потребления сахара. Исследования показывают, что кола вызывает зависимость. Вы замечали, как только что утолили жажду, но через несколько секунд вам хочется еще? Кока-кола добавляет в напиток фосфорную кислоту, которая поступает в желудок и притупляет вкус сахара, заставляя пить больше. Ее постоянное потребление может привести к формированию нездоровых пищевых привычек, избыточному весу и даже диабету. В 2015 году выяснилось, что мировая корпорация финансировала исследовательскую группу, которая утверждала, что причина ожирения – это недостаток физической активности, а не высокое потребление сахара. Кока-колу обвинили в манипуляции научными данными, а также в попытке сместить ответственность за ожирение с продуктов питания на образ жизни. Впоследствии компания была вынуждена признать ошибки и прекратить финансирование этой группы. Тогда корпорация стала прислушиваться к критике и начала организовывать спортивные марафоны, указывать калорийность на продукте, а также открыла производство воды и натуральных соков. Но многие считают, что таким образом бренд переводит основной фокус внимания с главного продукта на второстепенные действия. Очередной взрывной момент в карьере Кока-Колы наступил, когда она стала производить диетическую колу и колу Zero. Оба варианта позиционируются с нулевым содержанием сахара. И действительно, его там нет. Но есть большое но. В состав этих напитков входят подсластители – аспартам и ацетилсульфам калия. Их регулярное потребление в больших дозировках, а в коле нашли высокий процент их содержания, может разрушить кишечник и вызвать поведенческое расстройство. Также исследования с участием 60 тысяч женщин вывели связь между употреблением искусственно подслащенных напитков и повышенным риском развития диабета 2 типа. Поэтому кола Zero и диет-кола – это всего лишь очередной маркетинговый ход, направленный на худеющих женщин и зожников. Гарвард опубликовал материал, где указал исследования среди мужчин. И исследования показали, что потребление газированных напитков, независимо от того, содержат они сахар или нет, повышает в разы грелин. Это гормон, контролирующий голод. То есть газировки провоцируют нас больше кушать и вызывают аппетит, помогая набирать нам лишний вес. Согласно данным, Coca-Cola ежедневно продает 2 миллиарда порций по всему миру, что составляет 627 миллионов литров. Вот тут возникает вопрос, сколько же остается мусора после такого глобального потребления? Coca-Cola официально признана крупнейшим загрязнителем пластиком на планете. Только в 2023 году компания произвела более 3 миллионов тонн отходов. Это более чем 200 тысяч бутылок в минуту. Большая часть из них не перерабатывается. Например, в африканских странах нет системы переработки мусора, но продукция Кока-Колы активно там продается. В итоге улицы этих городов завалены бутылками, которые разлагаются сотни лет. А вот здесь вообще интересно. Несмотря на то, что гигантская компания Coca-Cola вкладывает невероятные деньги в благотворительность, чтобы очистить нашу планету от пластика, она и является основным создателем этого загрязнения. Буквально круговорот денег и вранья в природе. В декабре 2024 года Coca-Cola подверглась критике за отказ от ранее заявленной цели.
Она обещала к 2030 году достичь 25% использования многоразовой упаковки. Вместо этого компания сместила фокус на использование переработанных материалов. После этого компанию обвинили в гринвошинге, то есть в создании ложного впечатления об экологичности своей продукции, чтобы улучшить свой имидж. На данный момент это один из самых узнаваемых брендов в мире, от которого люди не готовы отказываться, независимо от того, какие заявления делает компания и как она их интегрирует в жизнь. Официально 200 стран мира продают товары компании Coca-Cola. С 2015 года Coca-Cola находится на первой строчке рейтинга наиболее дорогих брендов среди безалкогольных напитков. По версии Forbes компания находится на 6-м месте. Ее опережают лишь IT-гиганты. Стоимость компании оценили в $64 миллиарда. За более чем столетие Coca-Cola превратилась из необычного тонизирующего напитка в глобальный символ культуры. Но несмотря на измененный рецепт и десятки мифов, один вопрос остается открытым. Если рецепт до сих пор засекречен, то что же скрывает Coca-Cola? И знаем ли мы на самом деле, что мы пьем? А я напоминаю, что с вами был я, Николай Черный. И если вам нравится наш контент, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А мы уже увидимся с вами в следующем выпуске. See you later, alligator!